Какой запас прочности имеет Украина и что будет, если она проиграет? Какие прогнозы у НАТО? ФСБ вербует срочников на фронт, а Путина могут привлечь за оправдание нацизма. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Удар по Бельбеку нарушил координацию россиян. Что теперь они не могут делать? Мы видим, что потенциал российской авиации, именно сосредоточенный в Крыму, претерпел серьезные изменения в минусовом показателе. Сколько беженцев готова принять Германия, если на фронте что-то пойдет не так? Минобороны РФ поднимает предельный возраст мобилизованных и контрактников. В малых и средних городах России, на национальных окраинах, желающих идти воевать в Украину по-прежнему довольно много. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на канал. Это очень важно и совсем не сложно. Поехали. Военных ресурсов у Украины хватит еще на 2 месяца, пока мы ощущаем себя в безопасности, говорит глава фракции правящей в Украине партии «Слуга народа» в Верховной Раде. Что касается финансирования новых волн мобилизации, то без демобилизации она не состоится. На оснащение и обучение людей, участвующих в мобилизации, потребуются дополнительные расходы. В этом вопросе у нас также есть союзники. Во время подготовки к контрнаступлению у нас было более 200 тысяч обученных солдат. Некоторые из них прошли обучение в Румынии, Франции, Италии, Испании и других зарубежных странах. По имеющимся договоренностям, учения проводились за счет этих стран. В ближайшие 2 месяца, говорит Арахамия, в Соединенных Штатах таки проголосуют за поддержку Украине, Израилю и Тайваню. Удар украинских войск по аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму, вероятно, ухудшит координированность россиян в Черноморском регионе. Так считают в британской разведке. Там говорят, что украинские силы обороны уничтожили бункер координационного центра радиолокационного контроля. Что это позволит сделать? Это ухудшит способность России координировать воздушную активность в Черноморском регионе. Это увеличит нагрузку на и без того растянутый парк самолетов А-50, которые занимаются контролем всего, что происходит в небе. Это увеличит нагрузку на все более истощенный пул подготовленного персонала россиян, который способен управлять воздушными операциями. Все это из-за того, что российская военная доктрина основывается на таких вот пунктах управления, один из которых был уничтожен в Бельбеке. Удар состоялся 10 дней назад, но эффект от этого будет длительным, так как, скорее всего, пилоты тоже страдают от боевой усталости. Да, действительно, мы видим, что потенциал российской авиации, именно сосредоточенный в Крыму, претерпел серьезные изменения в минусовом показателе, потому что мы видим, что реже используется авиация с взлетом именно с Крыма, произведена определенная передислокация летательных аппаратов, в том числе с учетом того, что командный пункт пришлось переносить, потому что именно в Бельбеке был поврежден командный пункт, и это не только место дислокации, а и коммуникация, которая позволяла качественно управлять процессами, авиационными процессами перелетов, процессами бомбардировок и сбора данных. Если Украина проиграет войну, Германия ожидает до 10 миллионов беженцев, пишет немецкая пресса. Издание Welt пишет, что большинство беженцев поедет именно в Западную Европу. Председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот говорит, что Евросоюзу следует действовать более активно, чтобы минимизировать риски такого сценария. Но в то же время немецкое правительство утверждает, что у Украины есть ресурсы, военные и финансовые возможности для того, чтобы продержаться до конца года как минимум. Но и негативные варианты в Европе просчитывают. Йенс Столтенберг считает, что в случае победы России в Украине на ее границах РФ не остановится и предлагает готовиться к длительной конфронтации с Федерацией. Нам нужно быстрее восстановить и расширить нашу промышленную базу, чтобы мы могли увеличить поставки в Украину и пополнить наши собственные запасы.
Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому производству, как это необходимо во время конфликта. Представители нескольких европейских стран уже говорили, через сколько, по их мнению, Россия нападет на страну НАТО и начнет глобальный конфликт. ФСБ будет использовать срочников для участия в боевых действиях. Об этом пишет издание «Сота», ссылаясь на проект надбавок срочникам, проходящим службу в ведомстве. Среди прочих оснований надбавок называется выполнение прыжков с парашютом из летательного аппарата в соответствии с программой оперативно-боевой учебной подготовки, а также в ходе проведения оперативно-боевых мероприятий. Также срочников хотят использовать в качестве саперов и водолазов. Напомню, ранее в ФСБ заявляли, что они будут собирать призывников по каким-то собственным критериям для работы в спецслужбе. Законом, то есть теперь на военкомов дополнительно возложили обязанность сразу делать такие предназначения по тем людям, которые поступают на военную службу, чтобы ФСБ было гораздо легче потом отбирать потенциальных новых кандидатов. О чем это говорит? Возможно, это говорит о кадровом голоде и необходимости добирать дополнительный состав на службу в ФСБ. И таким образом они себе довольно сильно облегчают жизнь. Что касается вообще прохождения срочной службы и связи здесь с войной, которая проходит между Россией и Украиной, то у нас еще очень давно действует указ 99-го года о порядке прохождения военной службы. В него, конечно же, вносилась куча изменений. И одна из статей этого указа, она подразумевает возможность использования срочников в боевых действиях и в вооруженных конфликтах, но на некоторых условиях. Они должны не менее 4 месяцев пройти службу по призыву и все же иметь какую-то военно-учетную специальность. К тому же Минобороны Российской Федерации предлагает поднять предельный возраст службы для мобилизованных и контрактников до 65 лет, а для старших офицеров до 70 лет. Поскольку на самом деле в малых и средних городах России, на национальных окраинах желающих идти воевать в Украину по-прежнему довольно много. Это мужчины, маргинальные мужчины, часто мужчины не очень здоровые, находящиеся в социальных низах, которые никогда не имели возможности сесть в социальный лифт, и для них война в Украине, собственно, таким социальным лифтом и стала. Путина могут привлечь к ответственности по статье о реабилитации нацизма, но, скорее всего, нет. Хотя такой запрос в Следком РФ подал политик и председатель объединения Комитет-2024 Сергей Антонов. Вот эту фразу в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону выделили как такую, что реабилитирует нацизм. Все-таки поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему и началась война 1 сентября 1939 года именно с Польшей? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. Следком зарегистрировал заявление активиста. Что будет с ним дальше? И с заявлением, и с активистом будем ждать. И здесь можно много говорить о замечательных его высказываниях и по поводу оправдания Гитлера, который, по мнению Путина, вынужден был. Тут сидит такой зайка Адольф Гитлер, и его злобные поляки вынуждают просто начать Вторую мировую войну. Так бы он никогда, а тут поляки, они ведут себя плохо, и они вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну. Это, в общем, достаточно яркое высказывание Путина, которое свидетельствует о том, что он явно себя отождествляет с Гитлером, потому что точно так же, как он сейчас говорит, что нам ничего не оставалось делать, мы вынуждены были начать войну, потому что Запад, если бы не мы напали, то на нас бы напали и так далее. Точно так же он себя отождествляет с Гитлером, и он, говорит о том, что Гитлер вынужден был начать Вторую мировую войну. Это одно из самых ярких высказываний Путина. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, это важно для того, чтобы нас становилось больше. И у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.